Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемая публика. Снежана, вы Да. знаете, я на самом деле долго думал, а как подойти к вот этим переговорам в Стамбуле, которые сейчас все обсуждают. Причем по-разному пытался, да, то есть можно брать то, чего у нас, кстати, не делают великие аналитики, там сравнивать переговорные группы, которые вот сегодня в пятницу встречаются сначала там, с турецко-американской стороной, потом, ну, там турки встречаются и американцы встречаются с россиянами, и вот потом они все вместе сходятся, и вроде как никого не будет, будут только украинцы и россияне. И вот это вот нужно проанализировать. Я думал, может, наверное, с трамповской колокольни посмотреть, да, то есть немножко сверху, сбоку, как это все выглядит, потому что у Трампа большая программа по Ближнему Востоку, и везде деньги, причем такие капитальные деньги, он реально едет выбивать деньги. Ясное дело, что ему вот эта вся возня и вот это шоу Зеленского, вчерашнее, сегодняшнее, ну, как бы не с руки, да, он говорит, Путин будет, ну, я, может, заеду, или там, а что Путин поедет, если меня там нет, то есть противоречие сам себе набрасывает вот это, как бы, эти слова, которые шокируют. Но я все-таки в разговоре с вами предлагаю начать с украинской стороны и с того, а что вот вообще нельзя было переговоры, ну, взять делегации, объявить, заранее договориться, спокойно назначиться в Стамбуле, приехать, встретиться, вот как сегодня, да, то есть без вот этой прелюдии, вот этого хаоса и ужаса, да, когда вот это все вот это мерцает в огнях, заявление, Эрдоган, вот это все, потом я остаюсь здесь, я жду Путина, потом посидел часа два, сел и уехал в Албанию, там самолет отправили назад в Стамбул. То есть неужели нельзя без вот этих мансов, да, вот зайти в переговорный процесс? И почему себя так повел Зеленский? И о чем это говорит нам вообще о смысле этих переговоров? Что думаете? Ну, Александр, почему нельзя? Потому что нельзя быть на свете красивым таким. Вы же понимаете, что Владимир Александрович, человек, пришедший на большую мировую политическую арену из украинского местного цирка, то есть он даже не артист театра драматического, то есть законов драматургии он не знает. Он работал в цирке, а в цирке, в принципе, вот клоуны, фигляры, как бы такие коверные, их номера, они обычно для того, чтобы отвлекать внимание публики в тот момент, когда ковровые перестилают ковер и меняют декорации. То есть Владимир Александрович и вся его так называемая государственная политика и вообще вот Украина образца 2019 и по сегодняшний день, и непонятно до какого периода, это бубны, шаманские бубны, бой барабанов. Помните, рыжий клоун бьет в барабан, нас веселый ждет балаган. То есть это балаганная, вот это вот политическая, скажем так, тусовка. И, соответственно, он привлекает к своим рядам своих единомышленников, тех, кто приемлет подобного рода балаганную политическую какую-то стилистику, да, и тех, кто не гнушается любыми способами. Я просто хочу сакцентировать внимание вашей и вашей аудитории, что существует такое понятие, как козел-провокатор. То есть если вот рассматривать большие сообщества людей с точки зрения животного мира, да, то, в принципе, ну, и в Библии написано, что народы как стада. Даже в Библии написано, и католики очень часто это используют, что папа, понтифик, он наместник Бога на земле, а типа вот люди, священники, они пасут стада, они пастыри вот этих стад. Короче говоря, чтобы просто нас не обвинили в том, что мы к людям относимся как к скоту, на самом деле это далеко не так, но если вот взять вот эту аналогию, то можно себе представить, что украинское стадо пасет козел-провокатор. С учетом того, что сейчас абсолютно очевидно идет расчистка территорий от населения,
Владимир Александрович Зеленский исполняет роль вот этого козла-провокатора. Я рекомендую всем людям, кто не знает, как он работает, козел-провокатор, посмотреть в Гугле, есть прекрасный небольшой короткий советский фильм о том, как козел-провокатор, специально обученный, заводит стада лошадей, овец, коров, баранов на бойню. То есть животные, они, в принципе, там чувствуют приближение смерти, они чувствуют запах крови, трупов и всего остального. И, понятное дело, они не хотят идти в то место, которое их пугает. Но так как козел-провокатор идет туда отважно и смело, и на рогах у него еще бубенчики, для того, чтобы они шли смелее и думали, что все хорошо, в принципе, он ведет их туда, на эту бойню. Там он получает свой сахарок от хозяев. И дальше там есть такая потайная комната, куда, значит, козла-провокатора выводят, а вот этих всех козлов, овец, баранов, их хватают, значит, и начинают потрошить. В принципе, Владимир Александрович Зеленский, он занимает именно эту позицию. Поэтому его главная задача – идти туда, куда его направляют его хозяева, вести за собой внимание того стада, которое ему поверило и считает, что он безопасный, наш козел-провокатор, и мы за ним пойдем, куда он скажет, потому что если он такой дерзкий, красивый и отважный, еще живой, значит и нам ничего не угрожает. То есть людям нужно размежеваться и понять, что то, что произойдет с ними, это совсем другое, чем то, что происходит с козлом-провокатором, потому что он работает и получает свой сахарок в виде казино, всяких квартир, замков, платиновых приисков и всего остального, что, в принципе, не скрыто абсолютно, просто на зеленом шмарафоне в Украине людям об этом не сообщают. И, соответственно, мы только видим, что в Украине гробы, гробопад, да, ну то есть весь Крещатик уже превратился просто в одно сплошное кладбище или там поминальный какой-то такой пятачок. То есть каждому человеку из Украины нужно обязательно приехать вот туда и посмотреть, какое количество гробов, там памятников, портретов и всего остального уже убитых сограждан. И каждый должен осознать, что его не позвали в компанию Владимира Александровича. Им не дали вообще никакой гарантии, индульгенции им не выписали, что они в этой бойне останутся живыми, что они, в принципе, оказываются на другой стороне истории, и что, в принципе, по большому счету, этот человек абсолютно не ценит этих людей. Он не хочет остановки этой войны. Он провоцировал эту войну по требованию его хозяев, и он отлично справляется дальше с этими заданиями, которые они перед ним ставят. И по большому счету у него нет собственной воли. У него есть только задание, которое ему ставят. И в рамках этого задания, будучи козлом-провокатором, еще и импровизирующим, потому что он в рамках этого своей репризы или стендапа, он может вставить пару своих слов эмоциональных, он, в принципе, как бы его главная задача – выходить, когда ему скажут: «Алей-оп, Вова, на сцену». Так подождите, тут не вяжется. Вяжется. Не вяжется, знаете что? Итоги Анкары Зеленского вообще не вяжется. Ну, смотрите, как бы все было четко и понятно. То есть мы люди, которые там понимают, что такое тексты, которые пишутся на публику, да, Снежана, то есть мы понимаем, что они всячески пытались пристегнуть Трампа к себе. То есть Трамп, это вот Трамп предложил, а мы вместе... Даже в Анкаре, когда он отвечал на вопросы журналистов, он тоже говорил, помимо прочего, там, что там вот, ездить за Путиным по миру, вот это все, то есть, ну, вот эти все цирковые кульбиты. Он все равно пристегивал Трампа к себе. То есть это там воля Трампа, это вот мы ни в коем случае не агрессоры, но вот США так сказали, вот давайте вот как США, то есть вот он вот так вот, да, США как бы на нашей стороне. То есть мы представляем, он, Зеленский, представляет волю Трампа. Трамп, находясь в благоденствии на Ближнем Востоке, неимоверной красоте приемов, сказал четко и ясно, значит так, говорит, что Путину ехать, я там, если меня там нет. Но он главное это сказал. Ничего не будет без встречи Трампа и Путина. Ну, Пока всё. ничего не будет. Правильно говорит абсолютно Трамп.
Смотрите, давайте посмотрим логически на этот театр политических реприз, да, то есть я как человек, который любит драматургию, и как профессиональная актриса, в отличие от Владимира Александровича, который ничего, кроме реприз его пишущей группы, никогда в жизни не читал. Я читала большую драматургию, знакома с Шекспиром, с Чеховым, которого рвала на шматки наша соотечественница, с Достоевским, понимаете, с другими книжками вообще, которые я не только читала, но еще и играла в своей жизни. Поэтому, соответственно, давайте посмотрим с холодным разумом на то, что происходит. Когда у Трампа есть дело, но ему необходимо, чтобы здесь что-то происходило. То есть, ведь есть же определенная публика, которая внимательно следит за этим мега-шоу. То есть оно уже длится вот уже почти 6 лет, это мега-шоу, как украинцы, гордая, значит, ну, маленькая птичка, помчалась, значит, к самому далекому, высокому, понимаешь, солнцу и начала, значит, бросаться в него своими птичьими какашками. То есть это вообще офигенное шоу, которое транслируется и забивает эфиры всех прайм-таймов по всему миру. Соответственно, сейчас сворачивать его не имеет смысла, потому что это отвлекает добрую долю внимания большой аудитории и людей, заинтересованных финансово, в том числе, в том, чтобы вкладываться в украинскую землю, которая продается по 10 раз, в украинские недра, которые продаются по 10 раз. То есть это же абсолютно чистой воды афера, которую проворачивает вот эта вот цирковая банда. Но Трамп, он занимает позицию, знаете, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Соответственно, он, как Юпитер, спускается, значит, на другой театр боевых действий. И пока Россия и другие участники игры, та же Франция и даже та же Англия, отвлечена на процессы, то ли мы устраиваем Вторую мировую войну, мы идем все на Россию воевать, мы бросаем свои полки, значит, на этих орков. Пока вот эти вот занимаются тем, что там нюхали в поезде, и как вообще потом антикрист включили, да, ну, то есть, когда убирают все эти видео и прочее и тому подобное. Трамп занимается другим делом. И, соответственно, он не будет опускаться до того, что Зеленский где-то крикнул «Трамп с нами», а Трамп быстро утром встал, проследил, что сказал Зеленский, и тут же ему ответил «Нет, мы не с тобой, Володя, у нас другая история». Он смотрит на это все и прекрасно занимается тем, что он умеет делать хорошо, потому что мистер Твистер, главный министр, мистер Твистер миллионер, хозяин заводов, газет, пароходов. Он занимается тем, что он зарабатывает бабло. Для него главная задача – это чтобы внутри его страны его поддерживал его электорат, его миллионеры, миллиардеры, его партнеры и спонсоры, которые вложились в его предвыборную кампанию. Он должен им продемонстрировать эффективность, что он решил вопрос по баблу, а бабло где? Там, где Саудовская Аравия, там, где их нефть, там, где они могут с ними договориться о добыче нефти в 3 раза увеличить, 4 раза увеличить, понизить цену на нефть. Мы знаем, как развалился Советский Союз. Как только америкосы договорились с арабскими шейхами, и те начали добывать больше нефти, вышвырнули ее на рынок, и цена нефти упала, Советский Союз, который привязал свою экономику к нефтедоллару, он тут же перестал получать те доходы, которые они получали, и начался кризис верхов в Советском Союзе, что, собственно, дальше повлекло распад вообще этой системы. То есть Трамп проделывает ту же штуку. Они прекрасно освоили эту тему, что в цирке абсолютно четко разграничиваются. Клоуны отдельно в своем загоне, животные отдельно в своем загоне, там слоны, коровы, лошади, собаки и обезьяны и в отдельном силачи. вольере, И да, силачи. силачи, а директор цирка Карабас-Барабас, он сидит в красивом кабинете, летает на дорогом голубом вертолете за 400 миллионов, и ему плевать на то, что вдруг клоун, понимаете, решил выкрасть слона.
Он знает прекрасно, что все равно далеко он слона не уведет, и что если слон насрет на голову клоуну, то клоуну, возможно, придется долго выбираться из этой навозной кучи. Поэтому они совершенно спокойны, они же мыслят совсем другими категориями, финансовыми, во-первых, во-вторых, временными рамками. То есть они видят себя как огромную океанскую волну. Поэтому те жалкие волны, которые клоун устраивает в своей ванночке тепленькой, понимаете, плещется своими лапками, вот эта жабка, и там своими какими-то вот этими, что-то он выкрикивает. Они просто на это не обращают внимания. Поэтому Трамп занимается своим делом. Это отвлекающий маневр, просто дымовая завеса, которая, в принципе, его главная задача, козла-провокатора, отвлекать внимание наше с вами и всех остальных. Потому что пока все сосредоточены на том, будет война, не будет война, с ядерным аспектом, без ядерного аспекта, собираться уже на войну, там рюкзаки уже паковать или еще нет, они решают свои вопросы. Очень много скрытых вопросов финансового характера, расподел и перерасподел, новое перераспределение ресурсов и земель. И все это они любят делать без войны. Ну, то есть они договариваются до последнего момента, пока есть возможно, а в случае невозможно, у них всегда есть последний аргумент королей, точнее Карабаса-Барабаса, это ковровые бомбардировки. То есть Америка никогда не гнушается заниматься вот этими вещами, отправлять самолеты, авианосцы сюда на территорию Европы и всем, кто плохо себя ведет, показывать вообще, что такое напалм дес, потому что они находятся за прекрасным теплым океаном, и до них пока еще никто не долетал. Мы знаем это прекрасно. А с русскими у американцев своя тема. То есть они дают возможность сохранять русской дипломатии лицо. Вы же знаете, что вот сейчас буквально Трамп ввел санкции на главного прокурора Международного уголовного суда, этого Карима Хана, Да. который выписал, волчий билет главному серому волку в этой истории Владимиру Владимировичу Путину, да, то есть он на него ордер выписал, и типа там все кричали, обезьяны, что типа вот в джунглях настанет скоро суд, будет ужасный гаагский суд, мы будем судить этого ужасного Путина. Оказывается, уже американские санкции наложены на этого прокурора. Это все сделал Трамп. То есть он с уважением относится к Владимиру Владимировичу и дает ему понять, что мы с тобой разговариваем на одном уровне. То есть ты там, а вот эти все обезьяны, они где-то здесь. Поэтому вот эта вся стамбульская история, весь этот турецкий гамбит, это все ничего другого, кроме как отвлечения внимания. И состав делегации от России, который приехал, он соответствующий той задаче отвлечения внимания. Потому что если бы Россия рассчитывала на то, что они сейчас будут решать вопросы, это был бы совсем другой состав делегации. Там бы был Ушаков, там бы был Лавров, там бы были зубры, монстры, которые знают, что они приходят уже для того, чтобы порешать вопросы. Но так как они знают, что сейчас вопросы решаться не будут, они просто для отвлечения внимания, такую делегацию отправляют, которая, в принципе, я не могу сказать, что они прям будут посланы, как говорится, домой щей похлебать. Но, в общем, если ничего не произойдет, как это было и в прошлый раз, в 2022 году, не сильно-то они и обидятся, и предъявы президенту кидать не будут в кабинете, скажут, как сказано, так и сделано. Соответственно, это все просто чистейшей воды отвлечение нашего с вами внимания, чтобы мы на это акцентировали внимание, чтобы мы тоже били в эти же барабаны, подбегали точно так же, как зайчики стучали, в то время, пока большие дяди делают свои дела с деньгами, потому что деньги любят тишину, Александр, а большие деньги любят гробовую тишину. И тот, кто слишком много будет об этом, как говорится, трещать и стучать, тот окажется в прямом смысле слова в гробу. И Владимир Александрович это знает как никто. И я думаю, что вот эту свою роль незавидную, которую он на себя взял, роль Иуды, он тоже исполняет тщательно, именно потому, что если он будет
делать что-то неправильно, когда ты работаешь с мафией и подписался, то ты, в принципе, не задаешь вопросов. Ты просто идешь и делаешь, пока у тебя есть такая возможность, пока тебе еще дают сахарок. А когда козел-провокатор начинает задумываться, вести ли ему стада на убой, тогда козел-провокатор в один прекрасный момент уже не обнаруживает тайную комнату и сахарок, а идет на убой точно так же, как и все те стада, которые он до этого туда заводил. Так это время пришло или нет? Я думаю, еще нет. Нет, конечно. Я думаю, что еще он будет скакать. И самое ужасное, мне кажется, что может со всеми с нами случиться, что они проведут выборы и путем разнообразных манипуляций и полного контроля над сознанием несчастных людей, которых уже совершенно вывернули наизнанку, и они уже от страха и ужаса, от невежества и безысходки, они просто сошли с ума. И с помощью вот этих всех технологий, которые держит в своих руках Федорів, так званый, украинскую мову, а на самом деле Федоров, они выберут его еще раз президентом. Потому что другой кандидатуры, более послушной, которая оттягивает на себя так внимание, которая берет на себя весь негатив, которого уже ненавидят во всем мире, которого узнают, как говорится, по образу и подобию. Ведь он же специально, то есть его специально рядят, вот этого клоуна. Почему, например, вот клоуны в цирке, они с определенным макияжем, вот как у вас сзади Джокеры, да, на стенке. То есть вот эти рыжие патлы, значит, вот эта веселая морда. Вот Владимир Александрович – это чистой воды клоун в цирке, который отвлекает внимание. Клоунов любят, обожают. Их любят за то, что они кому-то по голове сковородкой бьют. Их любят за то, что они падают и поднимаются. За то, что они... Но у них есть определенная форма одежды. Вот Владимир Александрович, он в этой форме одежды. Вот того кровавого клоуна, которым, собственно, он и является. И публика его любит. Его раскрутили, в него вложили деньги. Это продюсерский проект. И они так просто от него не избавятся. Никто сегодня даже рядом не стоял. Не печальный, значит, с его челой, не Юля со своими ушами, понимаете, и даже на инвалидной коляске, не Залужный этот, понимаете, этот железный дровосек. То есть все сказки западные, начиная с «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной», можно переложить сейчас на реальность. То есть такого другого нет. И они, конечно, будут пытаться опять его протянуть, они будут перелицовывать ему, как это, костюм, понимаете, обновлять, они будут ему какие-то новые фокусы давать, демонстрировать, они будут включать свет, там какой-то интернет, понимаете, дымовые завесы, спецэффекты будут добавлять ему. И, в принципе, оно еще будет какое-то время хорошо работать. Зачем избавляться от товара, который отлично работает и очень сильно старается? Ну, смотрите, то есть из всего вами сказанного можно понять, что надежды на мир в Стамбуле не будет. Нет, это вообще даже не про мир. Они не собираются. Вообще, на самом деле, знаете, по-моему, кто-то у вас или даже вы в одном из эфиров сказали, что почему так счастлив был Сибига, почему Да. он так вообще был рад, потому что он вырвался из концлагеря. Более того, я была поражена, это очень важный аспект. Нужно всегда знать вообще, с кем ты имеешь дело. Оказывается, он был послом в Турции. То есть он здесь все знает, он здесь всех знает. Он здесь делал дела вообще. Он приехал вообще в места, где он был счастлив. Сейчас здесь прекрасная погода, солнце, Саша, тепленькое море, шикарные отели. Он знает, что им вообще ничего не надо будет делать. Им не надо ничего решать, он знает об этом. Он знает, что они просто для отвлечения внимания приехали и просто тупо будут бухать. Представьте вообще, шикарный султанский дворец, вот этот, Долма-Бахче, понимаете, виноградная лоза. А они там ходят. Если вы не были, Саша, обязательно рекомендую вам когда-нибудь побывать в этом прекрасном дворце Долма-Бахче.
И они там ходят, как хозяева, как короли. Представьте, они из какой-то жопы, откуда они, из каких сел повылазили, из-под каких коров, вот эти вот великие деятели и эти великие дипломаты украинские. А сейчас это вершина их карьеры. Они летают на самолетах, их встречают на красивых автомобилях с кондиционерами, их кормят дорогой едой. Они проснулись, им ни о чем не надо думать. Не надо думать, там, готовить какую-нибудь сосиску там с колбасой какой-нибудь просроченной и с яйцами протухшими. Они жрут красиво, пьют красиво, делать ничего не надо, ответственности 0,0. Это просто отпуск и праздник, поэтому он счастлив. И те, кто приехали с той стороны, если вы заметили, они тоже счастливы, потому что они знают, что они приехали ничего не решать, а просто отвлекать внимание. Они отлично Да, проведут время. Мединский, несмотря на там, ну, серьезность заявлений, там, позиционирование, все как бы четко выписано у него там в заявлениях Мединского. Все по директивам, все говорит, вот, первопричины, Стамбул, продолжение. Все равно там посмеивался в начале, до того, как сказали, можно, ну, операторы, журналисты набежали, типа, все, готовы. До этого момента он тоже так как-то посмеивался, так все, в общем, в таком благостном все настроении. Это, кстати, вот такие легко уловимые, ну, как трудно уловимые, но такие мимолетные, да, вот такие моменты, по которым можно понять вообще, а что происходит. То есть, да, по каким-то фотографиям, по какому-то позиционированию. Но тогда же возникает главный вопрос. И ну, от кого зависит сейчас, закончится ли война? И что может сделать украинский народ, украинские люди? Потому что давайте все-таки будем откровенны, да? То есть то, что все ржут и жрут на этой войне, и всем как бы прикольно, гробов все больше, непосредственно горя все больше, люди все больше и больше хотят, чтобы это все закончилось и ну, перейти к какой-то нормальной жизни, а не вот этому тому, что происходит, а не новой нормальности, которую там сейчас украинцам навязывают. Ну, вы знаете, Александр, на самом деле это очень тяжелый вопрос для меня, потому что, как вы знаете, я проиграла все битвы на этом поле за разум и возвращение к здравому смыслу украинского народа. То есть я ходила на каналы до начала войны и призывала людей к осознанности и пониманию того, куда их ведут, чтобы они не велись на все эти провокации и чтобы они не участвовали в этих кровавых событиях и бойнях, потому что гробы потом будут приходить в их дома. Как вы заметили, ни один народный депутат, ни один министр, ни их дети, ни родственники в этой войне не пострадали. То есть это империалистическая война, они воюют за свои теплые кресла и за свои гонорары, которые растут день ото дня, а народ это просто вот те стада, которых, как говорится, им пускают кровь и, собственно, отбирая у людей права и свободы и создавая вот этот периметр, за который они не могут убежать ни под каким предлогом, да, или за очень большие деньги, обелечивая каждого, кто может заплатить за свою свободу, по сути, народ делают заложником этой ситуации. Но ужас заключается в том, что, находясь в заложниках, большинство из этих людей из-за того, что они сошли с ума, либо вообще никогда не имели, они не вошли в свой ум. Ну, то есть если они не читали книг, если они не понимают вообще сложно подчиненных предложений, если они не в состоянии за словами уловить смысл, то есть за деревьями лес не видят, то, конечно, как ты можешь это все остановить? Все это останавливается, когда люди осознают, что с ними делают, когда они поймут, что придут за каждым, когда они поймут в прямом смысле этого слова, что до последнего украинца это значит и до каждого из них, когда каждый отдельно взятый поймет, что это идет война за их души, что не надо играть в игры и водить хороводы с дьяволом, с чертом, что не надо в своих душах разжигать ненависть и злобу, не надо проклинать, потому что будешь проклят, не нужно думать, что сегодня я плюну на то, что происходит у соседа, когда там его сына или мужа
тащат в ТЦК, а я спрячусь тихонечко и буду сидеть под лавочкой в надежде на то, что я пересижу. Вы же знаете прекрасно, я думаю, что и у вас тоже есть такие знакомые, которые уже несколько лет не выходят из дому. Мужчины, которых прячут в квартирах и которые рассчитывают, что они пересидят. Да, Вот когда украинский народ, мужчины, женщины и дети, которые там остались, поймут ужас своего положения, что они в концлагере и что они не пересидят, что они должны объединяться, что они должны понять, что только вместе они могут пережить эту скверну, и они должны этому хотя бы внутренне противостоять. нет, ну Но, почему к внутренне? сожалению, И физически тоже. Вот вчера я показывал в прямом эфире шума Днепр, Одесса. В одном случае в Одессе женщины со двора вышли, окружили бусик и вывалили всех на улицу, и те побежали, мужики. А в Днепре, прямо на проезжей части, вышли водители, уже мужики вышли и давай, так как, ну, в общем, тоже отбили человека. То есть мы уже видим эти случаи, когда людей отбивают. ну вот смотри, пока что еще женщины это делают, да, ну то есть взрослые в основном, тетки, которые, ну как бы уже все, они поняли, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих, они уже наплакались, они уже пережили свой страх, и они уже рвут на себе тельняху и говорят: пропадай, поминай, ну как бы если нету жизни, так лучше, знаете, помирать так с музыкой, запивайте, братцы. Да, пока не начнется вот такое массовое сопротивление этому режиму, пока люди не поймут, что за свою жизнь нужно бороться, а бороться можно только объединяясь с единомышленниками. Пока они не начнут искать этих единомышленников, пока, грубо говоря, не сформируется народное сопротивление, то есть политическая воля, какая бы она ни была, цирковая, искусственно созданная, привитая со стороны, но пока что нет народного сопротивления, потому что народ как бы думает: да, типа я там пересижу, я там пережду, ничего страшного. Вот когда возникнет вот это народное сопротивление, тогда, возможно, ситуация начнется в корне меняться. А пока это единичные случаи, пока людей пугает даже не сама там возможность мобилизации или смерти, а их пугает вообще просто сама мысль об этом. Понимаете, они запуганы вот какими-то виртуальными, им же специально создаются вот эта вот ужасная атмосфера на этом шмарафоне. Почему они отключают свет, интернет? Уже, оказывается, значит, и Телеграм является, значит, опасностью для государственности украинской. Потому что у людей не должно быть альтернативной информации. Почему закрывают рот вам, почему закрывают рот мне, почему закрыли каналы? Потому что когда у людей есть альтернативная информация, и они понимают, что есть источник и очаг, к которому они могут примкнуть, и их будут постоянно морально поддерживать в том, что нужно этому сопротивляться, то, в принципе, невозможно сделать то, что сейчас сделали с украинцами. Когда нет альтернативной информации, то есть это полностью концлагерь, есть только вышки, с которых, значит, вот эти все автоматчики им сообщают, куда ходить, направо-налево, и есть какое-то количество привилегированных бараков, как я это называю, где веселые тети в основном, не будем называть их по именам, всякие разные Оли, Маши и Кати, значит, им рассказывают, что все на самом деле хорошо. Да, у них пока хорошо. И они это говорят, потому что они понимают, что как только они пойдут против власти, у них все станет плохо. Им перекроют кислород, у них закончатся концерты, гастроли и какая-то хотя бы минимальная возможность зарабатывать хоть какие-то деньги. Поэтому люди пока что еще смотрят на тех, кто якобы такие, как и они, но на самом деле они не такие, как они. У них есть, как говорится, счастливый билетик, они могут пересекать границу, то есть у них есть какие-то преференции. А народ придавлен могильной плитой. И пока народ Украины, хоть его уже стало гораздо меньше и будет становиться все меньше и меньше, не поймет, что нужно восстать из ада, что хотя бы напоследок, прежде чем тебя полностью расчленят, вообще разорвут на части и отберут у тебя дом, деньги, работу, честь, совесть, твоих родственников, близких, а потом и твою жизнь, которая вообще просто потеряет смысл.
То есть если ты еще и останешься живой, но убьют твоего брата, сына, кума, там, я не знаю, отберут твой дом, у тебя нет работы, ты вообще никто, звать тебя никак, у тебя отобрали твой родной язык, на котором ты говорил всю свою жизнь, у тебя отобрали песни, праздники, памятники, переименовали все твои улицы. Какой смысл тебе оставаться и жить в этом пространстве, если оно уже не твое, земля продана, недра проданы, все, как это, населена роботами. Вот если люди еще не поймут, что нужно этому сопротивляться и физически в том числе, если не начнется какое-то партизанское движение против этой власти, потому что сейчас вот этот праведный гнев людей все время направляют на Путина, на Россию, такая большая страшная пугалка. Ну, так это Но не стратегия такая, Путин, да. не Путин принимает законы, которые декриминализируют проституцию, не Путин вообще принимает законы выращивать мак и превращать Украину в ристалище наркокартелей, не Путин вообще принимает законы о мобилизации и продлении военного положения, не Путин дает такие права ТЦКшникам, что они людей ловят как собак. Это, по сути, выросло новое поколение полицаев и надзирателей концлагеря. Не Путин все это создает в информационном пространстве. Нет, это не он. Это Владимир Александрович Зеленский, который работает по требованию и по заказу западных структур, в Ну, данном случае Букингемского дворца. тут получается тоже очень интересная дилемма. Ну вот если там вернуться к переговорам, то как бы то, что представление, оно, да, вот продолжается. Умеров пишет: «Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня, по крайней мере 30 дней, и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных детей и обмены военнопленными по формуле «всех на всех». Ну, то есть мы видим, по сути, понятно. То есть приезжает там, Мединский со своей делегацией, со списком парафированного, как утверждают россияне вот тогда, Стамбула, да, и говорят там: смотрите, у нас реалии на земле изменились, поэтому территории не вот эти ЛДНР плюс Крым, да, а вот там больше областей или там по линии, не знаю, как они будут договариваться. Ну, то есть вот такие условия, и поехали. Нейтральный статус, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Возникает же вполне себе логичный вопрос. То есть, а если россияне согласятся на прекращение огня на 30 дней, каких-то там детей, ну это там целая кампания, я думаю, вы тоже наблюдаете, это прям занимается четко Ермак, распечатали вот эти синие, как их, маечки, там лидерам в парламенты передают, все фотографируются, ну такое шоу устраивают тоже на этой теме. Вернут детей и проведут некий обмен всех на всех. Да? То есть, если эти 3 пункта выполнит российская сторона, это скажет: окей, договорились, то что мы скажем, что мы уберем из Конституции стремление в НАТО, мы скажем, что мы отменим дискриминационное разного толка законодательство в отношении там, языка, ну и так далее. Мы там расформируем или ну, каким-то образом эти националистические батальоны, на них повлияем, уберем хотя бы там ну, атрибутику, да, вот эту разную, она разная есть, да, то есть мы что, согласимся на там территории какие-то, не признавая юридически, но де-факто согласимся. То есть, понимаете, вот какая идет торговля? То есть, с одной стороны, если так идет разговор, то, пожалуйста, конечно, и давайте и перемирие, и дети, и не дети, и все на все, пожалуйста. Но Украина же этого не может делать по понятным причинам. Во-первых, нарушение законодательства, которое они приняли, вот этого дурацкого, но оно есть. Во-вторых, ну, то есть это же их потом снесут и вынесут, как это вы все это приняли. Они будут этих детей показывать и обмененных всех на всех вместе с, ну, прекращением огня на 30 дней. Вообще несопоставимы точки пересечения. И это пишет глава украинской делегации Умеров. Ну, давайте не будем забывать, что вся семья Умерова находится в Соединенных Штатах Америки. У него у самого есть американский паспорт, и он, в принципе, птенец гнезда Соросова. То есть, что он может говорить, кроме того, что действует и работает в интересах его хозяев?
Во-вторых, давайте забудем о том, что Украина – это государство. То есть Украина потеряла свою государственность давным-давно, с 2014 года, с момента государственного переворота. И, в принципе, была видимость, то есть в скорлупе так называемого государства, которое так называлось, были какие-то министры, они занимали какие-то посты, на самом деле там зародилась вот эта вот преступная группировка, которая действует в своих собственных интересах и в интересах своих заказчиков и хозяев. То есть украинский народ – это лишний ресурс для них. Они поэтому избавляются от украинского народа, потому что это едоки, то есть они его используют только как пушечное мясо. Всех тех, кто может воевать, будут воевать. Всех тех, кто может еще работать и приносить пользу, там какую-то инфраструктуру еще поддерживать, будут это делать, поэтому у них будут там какие-то брони до того момента, пока они еще нужны и могут работать. Медицина, образование уже практически недоступны, то есть это фейки. Ну, то есть если у тебя нету денег и нету там специальных клиник, ты не получишь медицинское обслуживание, либо это будет, ну, скажем так, просто отвлечение внимания, то есть тебе будут какие-то выписывать дорогостоящие лекарства, которые тоже непонятно, являются ли они лечебными средствами, или это просто сахарок вообще подслащенный или с горькой приправой. То есть, в принципе, они уничтожают украинское население, им оно не нужно. Смотрите, Владимир Александрович Зеленский и вся его вот эта вот группа товарищей, они же, ну, так как у них преступное мышление от рождения, то есть это люди из депрессивных регионов. И вообще, куда ни плюнь, там везде вот эти вот какие-то несчастные, убогие, откуда-то повылазили, и путь их в великую политику, он очень специфический. Да? С 90-х они шли, и вот туда пришли. То есть они мыслить по-другому не могут. Они не знают, как заработать легально. Они не могут запустить экономику с учетом всех факторов вообще и даже при наличии всех тех ресурсов, которые были у Украины. Они полностью подвластны внутренней олигархии, которая, в принципе, тоже их подкармливает, а теперь еще и внешним игрокам, которые взяли на себя труд их содержать. То есть, по большому счету, говорить о том, что Умеров что-то заявляет в интересах украинской власти или украинского народа, или тем более украинских детей, ну, начнем с того, что вот за то, что генеральный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан наложил на Путина, значит, санкции, За точнее, детей, да. выписал ему этот, как он называется, Ордер. пидозру, да, Ордер, да. Да, ордер на арест. Вот сейчас, сегодня, то есть это уже водораздел. За вот этих всех детей, про которых как мантру все время произносит Умеров и все остальные, уже все ясно. Международная общественность дала этому оценку. В частности, господин Трамп, который сейчас является 47-м президентом Соединенных Штатов Америки, он наложил конкретно на этого прокурора американские санкции. Значит, тема детей отпадает. Эти дети не были украдены, эти дети были вывезены во время боевых действий, от боевых действий на территорию России. И, судя по всему, если уж на то пошло, этих детей, видимо, можно где-то найти, увидеть, сфотографировать, снять видео, как они едят, спят, вообще что с ними происходит, ходят ли они в школу, есть ли у них курточка и азбука. А вот те дети, которых вывезли за пределы Украины на другую сторону, мы знаем сотни историй свидетелей, людей, которые довозили детей из своих в этих автобусах, вот эти вот воспитатели детских домов, довозили их до границы с Польшей. Дальше воспитателей высаживали, садились какие-то непонятные люди, забирали у них документы и увозили этих детей за пределы Украины. Где эти дети растворились в Европе, что с ними, какова их дальнейшая судьба, никто не знает. Более того, мы знаем несколько громких историй, когда украинские женщины, матери со своими собственными детьми, беженки, у которых в Европе детей отбирали, и они потом не могли ничего сделать, потому что им не помогала ни украинская
консульства в тех странах, куда они обращались, ни какое-то общественное мнение, ни какая-то Елена Зеленская, ни Владимир Александрович, ни господин Умеров. То есть все те дети, которые были украдены на территорию Европы, какова их судьба, неизвестна, и никто о них не думает, как бы их куда-нибудь вернуть. А вот те дети, которые вывезены в Россию, очень сильно им нужны. Это все отвлекающие маневры, которые рассчитаны на то, чтобы выдавить эмоцию из людей, вот из этих женщин, которые думают: боже, какие ужасные русские, украли у нас детей, они должны вернуться в семьи. В какие семьи, Саша? Вот мне просто интересно узнать. Если дети были в детских домах, то значит эти семьи теоретически, когда был мир и все было хорошо, и можно было их прекрасно содержать самостоятельно, от них отказались? Значит, получается, Там, что эти там, дети этим семьям были не нужны? там другая история. Нет, подождите. Семьи имеется в виду приемные семьи. Семьи имеется в виду... Ну, как бы, смотрите, у нас длинная эта реформа, в Украине она была до войны еще. То есть это длинная история. То есть, может, вы где-то пересекались когда-то еще в довоенной Украине. До 2014 года это была прям такая тенденция, что отказывались от детдомов как таковых. Но они все равно Это был оставались. дитячий будинок сімейного Да, типу. но они все равно оставались, потому что там было все сложно с этими приемными, ну, семьями, детским домом приемного типа. В общем, это речь об этих детях. То есть, или которых там, ну, родителей не стало, или там семьи разлучены, их единицы. В основном это вся акция о детдомовских, ну, как бы грубо это ни звучало, ну, людей, которые в приемных семьях, потому что там приемная семья или полностью, или частично оказалась там на российской территории. Саша, остановитесь, потому что я очень хорошо в этом вопросе разбираюсь. До войны я занималась защитой прав женщин и детей на Украине. И я очень хорошо знаю, что до войны по статистике Министерства юстиции было 147 тысяч брошенных в детдомах детей и не в будинках сімейного типу, а в государственных детских домах 147 тысяч, из которых только лишь 5 тысяч детей были круглыми сиротами, у которых не было ни папы, ни мамы. У основной массы вот этих 147 тысяч, представьте себе, это небольшой городишко, понимаете, мягко скажем, по типу Житомира. Вот у них у всех были либо мамы живы, либо папы живы, были близкие родственники, но эти подонки этих детей отправили на содержание государству. Поэтому я знаю прекрасно, что были и будинки сімейного типу, и были нормальные люди. И я знаю такую же семью. Они сейчас живут в Германии. Они со своими детьми выехали туда, и я общаюсь с женщинами, которые являются опекунами этих детей. И они по-прежнему являются их опекунами, они не бросили своих детей, они с ними выехали. Поэтому, когда пытаются, знаете, как говорится, создать шахер-махер вообще, на самом деле нет. Невозможно вывести детей, которые были в будинку сімейного типу, потому что такие смогли, если они хотели именно заботиться о детях, а не получать дотации от государства. Они со своими детьми выехали, и они находятся под контролем. Вывезли именно тех детей, которые были брошены семьями. И я думаю, что сейчас на территории России им гораздо лучше и безопаснее находиться, чем если их куда сейчас хотят вернуть. Куда? В Украину, где собственные матери с собственными детьми не знают, что делать. Ну, где и они не смотрите, знают, что будет с их сыновьями, понимаете, и их тут отправят на еще, убой. и тут еще я хотел бы добавить очень важный аспект. Теряется актуальность этого вопроса. Теряется. Потому что 4-й год уже войны. Эти дети, ну, смотрите, то есть мы, понятно, что там кому-то из них самый минимальный, это тоже есть такая история, дом малютки, когда отказываются при рождении. То есть им уже 3 с лишним года, этим детям. А другие дети, они уже выросли, кто-то стал совершеннолетним за эти 3 с лишним года, кто-то просто растет, у него уже как бы меняется мировоззрение. В общем, надо или сейчас, или не сейчас, понимаете? Потому что тогда вообще актуальность отпадет этой всей истории. Поэтому вот так торопятся. Ну, вы же понимаете, зачем это делается, потому что дети, святое, все.
все быстро фонды дают деньги, все политики сразу быстренько поддерживают, надевают эти майки в разных там парламентах, и вот как бы вот эта работа проведена. То есть тут вот в чем вопрос, вот в чем требование. Но Ну, потому что, Саша, все, что делает эта власть преступная, это все пиар-технологии. Они ничего не умеют делать реально. Вот я начала об этом вам говорить, что они не могут заработать деньги, они не могут запустить экономику, они не могут построить Украину, они не могут даже инфраструктуру, которая им досталась от Советского Союза, потрепанную, содержать хотя бы в более-менее адекватном состоянии. Посмотрите, во что превратилось киевское метро. Посмотрите, во что превратились вообще вот эти все циклопические заводы, пароходы. Все распилено, распродано, уничтожено, сожрано, прибрано к рукам. И даже если это находится в частной собственности у украинского олигархата, это все дышит на ладан, потому что они в это все не вкладывают, потому что их главная задача – грабить и бежать. Грабить и бежать, грабить и бежать. И пока есть что грабить, они будут это делать. Потому что Украину грабили 30 лет подряд, и пока было много всего, и на всех всего хватало, был мир. А сейчас, когда ничего практически не осталось, началась кровавая фаза грабежа, потому что они грабят конкретно людей. Отбирают квартиры, отбирают машины, отбирают там участки какие-то земли. И под предлогом того, что якобы ужасный Путин и страшные русские придут и заставят нас опять говорить на русском языке, чтобы вернуть здравый смысл в нашу жизнь и читать Чехова, Достоевского и Пушкина, они сводят с ума людей, выводят, акцентируют внимание, фокус внимания на безумии делают, показывают, посмотрите, вы должны быть безумцами, нужно ходить і кожного, хто співає пісні Цоя, знімати на відео, значить, говорити, що не можна так робити, бо ми українці, ми тією жахливою москворотою мовою ніколи говорити не будемо, тому що ми можемо тільки сказати «Слава Україні», «Героям слава» и «Батько наш Бандера», все. И если человек отказывается жить на таком примитивном уровне и начинает восставать против этого, нужно прислать группу убийц, вообще типа Ганула, значит, поставить его на колени, снять, показать это везде, расшарить это везде и обязательно, значит, дать людям понять, что с каждым, кто будет сопротивляться, будет что-то подобное. И людям уже достаточно. Они уже сидят, молчат, они уже рот закроют, залепят вообще. Они уже вот так вот где-то под лавку спрячутся и ждут, что их придут и освободят из этого концлагеря. На самом деле, конечно, не придут. Возможно, и освободят, но не скоро и не всех. И не придут, все до этого понимаете? доживут, Саша. Это точно. То есть, понимаете, в общем, никто никого... Тут же вопрос, опять-таки, смотрите, во внешнее освобождение я не верю. Я не верю. То есть, от слова совсем. Потому что, у меня такие свой там набор причин, что это будет освобождение и каким оно есть, мы вот смотрим, да, разрушенные города через войну, через вот это все, через ужас, через бегство, через кошмар, когда у тебя там жили люди, а теперь там просто руина, да. А во внутреннее освобождение, не получается. То есть получается у нас такая дилемма. И когда выбираешь между внутренним и внешним, то, только, не знаю, разве что это будет что-то общее, и опять это историческое, запломбированный вагон, кого-то привезут, который там распечатает декреты о мире и земле. Так и будет. Вот понимаете, как логику? То есть, понятное дело, понимаю. что русским не будут рады, никто не скажет, что там это русский освободитель, да, только там история перепишет каким-то моментом, потому что много крови, много всего. Внутри не способны ничего сделать, только опломбированный вагон должен приехать, как и потом человек, да, вот такого уровня, который там даст мир и даст землю назад. Вот того человека зауважают, не знаю, вождем, не вождем сделают, но каким-то образом все это произойдет. Но проблема в том, что мир-то изменился,
шагнул вперед, когнитивные вот эти информационные войны, искусственный интеллект, разного рода, ну, скажем так, технологии и ну, массовой коммуникации и вообще в принципе технологии. То есть мы же живем уже совершенно в другую эру. Но мы... Саша, да, технологии изменились, но только они не в наших руках, не в руках народов. Эти технологии в руках тех, кто эти технологии использует для порабощения. На самом деле, да, мир изменился, но методы не изменились. Те, кто имеют доступ и владеют ресурсами, землями, заводами, пароходами, лесами и воздухом, сейчас на самом деле идет война во всем мире элиты против собственных народов. Они загоняют людей в неофеодализм, а дальше в крепостное право. Вам же знаком этот термин «цифровой концлагерь»? Очень часто его там произносят, и я все думала, что они имеют в виду под этим цифровым концлагерем. А сейчас мы видим все признаки этого концлагеря, потому что если ты не подчиняешься системе, ты подключенный полностью, то есть ты уже сам себе не принадлежишь, значит, у тебя отключают свет, у тебя отбирают интернет, у тебя отбирают карточку, а на ней электронные деньги. Если сейчас отменят еще вот эту вот валюту фиатную, ну, то есть как бы вот эти деньги, купюры, и ты не можешь где-то в сумку накидать, значит, какого-то бабла, и где-то лесом, полем, куда-то в неизвестном направлении спрятаться где-то, ну и, по крайней мере, ходить в магазин и аккуратно себе там хлебушек покупать. Если людей полностью привяжут к этим системам, реестрам, то есть как вот это в Украине произошло. Вы понимаете, Украина – это трек, это лаборатория, где они откатывают западные структуры, вот эти вот новые хозяева, они откатывают все технологии и методы вот этого электронного концлагеря. Они знают, как свести людей с ума, сколько нужно времени для того, чтобы перепрошить их сознание, для того, чтобы их увести от своего собственного генетического кода, медицинские эксперименты, вливания, прививки, значит, прививки в их смысловые конструкции. Потом у людей отбирают деньги, рассказывая, как это удобно, как это классно, не нужно носить в кармане кошелек, у тебя его никто не украдет. Вот карточку, значит, ты получи. А вот недавно был blackout в Испании, во Франции частично и в Португалии. Сильно помогла людям пластиковая карточка. В какую задницу они себе ее засовывали для того, чтобы купить детям молоко, например, в магазине, которое даже стояло на полках, но если, например, во время блэкаута неожиданно, без предупреждения закрылись ворота, явки, пароли, адреса, остановились поезда, самолеты упали с неба, потому что они уже не водятся пилотами, которые в случае чего могут перехватить управление, а они водятся автопилотами. Нам же рассказывают, что это так классно, не нужны не водители такси, потому что такси будет на автопилоте, вот то будет на автопилоте, на работу ходить не надо, работай удаленно, сиди дома, вообще не выходи из хаты, умный дом создай, который будет в системе, и тебя в этом умном доме тоже точно так же заблокируют. То есть на самом деле нас ведут вот туда, понимаете, вот в этот вот цифровой концлагерь, где человек будет полностью подчинен законам этой системы. И когда он будет понимать, там дойдет вплоть до того, что они будут кому-то разрешать, например, рожать детей, а кому-то не будут разрешать рожать детей. И на основании вот этих всех ужасных якобы прецедентов в истории, что дети брошены, потом украдены, и вот это все то, что в Украине происходит, это имеет для них значение. Они будут длить это до того, пока это возможно сделать. И на самом деле я вам хочу сказать, что это действительно должно быть внешнее освобождение, когда на территории нашего братского народа осознают, что вот эти эксперименты, если их здесь не прекратить, они рано или поздно будут внедряться и в России в том числе, и в Европе в том числе. Понимаете? Потому что на Европу это все, вот уже же
вы заметили, там сейчас ведутся дебаты всевозможные предвыборные в Польше, да, и там некоторые кандидаты польские, которые претендуют на попадание, значит, во властные структуры, они уже начинают использовать этот аргумент, что Польша стремительно украинизируется и иудаизируется. То есть то, что с Украины такое огромное количество людей туда выплеснулось, и, соответственно, с вот этим психозом, привязанные ко всем процессам, находящимся в Украине, не леченные, понимаете, не диагностированные, они, в принципе, вот эту всю заразу несут уже в Польшу и в другие страны. То есть от этого невозможно избавиться, потому что это несут, женская матрица это несет. Несут женщины эмоциональные, плохо образованные, которые не хотят в этом разбираться, которые уже уперлись в свой, понимаете, глухой кут, и они могут при этом рожать детей, воспитывать детей и участвовать в социальных процессах. Потому что если мужчина к мужчине, возможно, еще испытывает какой-то страх, ксенофобию, да, там типа самец самца видит издалека, там альфа, бета, гамма и прочее и тому подобное, то есть по большому счету мужики могут, ну как бы чужаков, ну как бы отсеивать. А женщины плавно втекают в любое общество, они ассимилируются, и они вот эту скверну постепенно тоже распространяют на европейское сообщество. И поверьте мне, Саша, война будет продолжаться, потому что это такой план. Это план на десятилетия. Они хотят сейчас вот дать возможность этому всему зерну прорасти. Они хотят отобрать точно так же у европейцев, пользуясь тем, что они будут пугать страшными русскими, ужасным Путиным. Они же уже, вот сказал Рюте, что нужно, значит, от ВВП 5% в каждой стране, значит, на военно-промышленный комплекс. То есть они повысят отчисления на военно-промышленный комплекс, соответственно, уберут из образования, из медицины, из социальных вещей. Естественно, все те, кто рассчитывал на помощь государства, окажутся за бортом. Это будет повышение преступности, понижение умственного уровня, культурного уровня. Все это рано или поздно выплеснется на улице, потом они соберут вот весь этот шлак и кинут его на войну, потому что война – это будет единственное место, где люди могут заработать себе на жизнь. Понимаете, это оксюморон, Да, но да. это называется «хочешь жить – умри». Вот это вот как это, рекламная кампания, когда украинским парням молодым, 18-летним, тёлочки такие веселые говорят: а хочеш заробити собі на квартиру? Ні, тобі не потрібна квартира. А хочеш дівчині своїй купити каблучку? О, ні, тобі не потрібна дівчина? Тоді не йди на контракт, не бери 2 миллиона гривен. Понимаете? То есть это ужас. Это, Саша, обыкновенный фашизм. Бытовой фашизм. Это как в фильме Герасимова, нужно, чтобы все его пересмотрели, он так и называется «Обыкновенный фашизм». Когда люди не понимают, что они и есть источники этого зла, что они этому злу подчинились, они стали с ним сотрудничать, и они стали сами этим злом. Поэтому ждать, что кто-то будет вместо них делать вот эту внутреннюю работу и понимать, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, и что нужно как минимум сначала понять, что происходит, потом осознать, кто твои соратники, единомышленники, потом объединиться, а потом придумать определенные действия, точнее противодействие тому, что происходит. А пока что волна накатывает легко, ей никто не противостоит. Люди думают, что их пронесет. На самом деле они должны понять, что их снесет. И если они не хотят жить, то они могут сидеть и, в принципе, ничего не делать. Но так как они в основной своей массе суицидники, знаете, за что меня распинали еще до войны? За то, что я сказала, что люди, которые идут в 21 веке, когда есть свет, интернет, книги вообще, возможности путешествовать по миру, развиваться, работать вообще, заниматься творчеством и делать то, что ты хочешь, если у тебя сформировалось такое желание, что люди, которые идут воевать вместо этого в окопы, они суицидники. Так мне сказали, что типа,
О, яка вона жахлива та Єгорова! Вона наших героїв суїцидниками називає. А кто они, Саша, по-другому? Кто сейчас хочет идти в окопы? Те, кто нигде, ни в каком другом месте не могут Нет, заработать. ну, есть разные люди. Есть люзны. Вот недавно погиб Максим Нелипа, ведущий. Ну, такой Саша, это боль, известный. это моя боль. Вы знаете, что это мой коллега? С Максом Нелипой я работала в одном проекте. Мало того, он туда попал благодаря мне. Я просто сейчас расскажу эту историю в память о Максе, прекрасном, замечательном, талантливом человеке, добром, замечательном отце, любящем муже, там, сыне. Я должна была на канале «Украина» вести с одним, значит, московским певцом, должна была вести шоу «Народная звезда». Значит, московский певец, который никогда не был ведущим, никогда не вел прямые эфиры, значит, для него специально проводились тракты. А так как все концерты должны были идти в прямом эфире, то там должна была быть, как вы понимаете, определенная профессиональная подготовка. Ну и, естественно, человек, который никогда этого не делал, он не справился с этим. И вот представьте, сегодня вечером должен быть первый, значит, эфир вводный большого, огромного проекта, куда канал вкладывает огромное количество денег. И мы проводим тракт технический и реально понимаем, что он просто завалит полностью весь проект. А если он появится вот в первом, скажем так, эфире, то потом поменять его будет невозможно, и это будет постоянная проблема. Можете себе представить, и я после тракта говорю, продюсерам говорю, он не справится, говорю, он не сможет работать, и говорю, я ничего не смогу с этим сделать, потому что это прямой эфир, нет возможности дубля. Они говорят, Снежана, что делать? Я говорю, нужно кого-то звать. Представьте, и я звоню Максу, а Макс мне говорит, я говорю, Макс, ты свободен? Он говорит, я на рыбалке. Я говорю, это далеко. Он говорит, 30 километров от Киева. Я говорю, ты можешь приехать прямо сейчас в Киев на проект? Я зову тебя своим соведущим. Представьте, он бросает рыбалку и мчится 30 километров из-под Киева, а то моего жена, значит, с этими костюмами мчится, значит, из дома, и он просто вот с пылу с жару, Макс одевает костюм буквально за полчаса до начала прямого эфира, не будучи вообще посвященным ни во что, то есть пока он там переодевается, собирается, я ему рассказываю, что, как и все. И вот с того момента мы стали с ним ведущими проекта «Народная звезда», и он, конечно, был профессионалом очень высокого класса, прекрасным человеком. Но, во-первых, у него были проблемы там со здоровьем, которые тоже я попыталась помочь ему решать. И я так думаю, что просто вот все то, что навалилось, отсутствие профессии, отсутствие нормальной жизни, отсутствие возможности работать, это тоже сказалось. Я все-таки списываю вот то его стремление и желание попасть туда, в зону боевых действий. Во-первых, его, он достаточно эмпатичный человек, открытый, и, конечно, он реагирует на все эти пропагандистские истории. А во-вторых, человек деятельный, он должен чем-то заниматься. Это как раз тоже та история, что когда нет мирной жизни, нет альтернативы, нет возможности работать по профессии, ты идешь куда-то, где у тебя есть возможность хоть какую-то пользу приносить. И это ужасная история, что прекрасный, чудесный, волшебный Макс, добрый, хороший человек оказался в окопах, а в окопах, когда ты оказываешься, Ну да, там пуля снаряд, не выбирает, да, она снаряд не или выбирает. пуля не выбирает, кто ты, что ты за человек. В любом случае, это еще один повод, что это вот тоже к разговору, да, о том, если грести всех под одну гребенку или не под одну. Вот как бы процессы нам говорят об одном, а по факту все-таки всегда есть разница. Какая разница уже не пройдет, да? Ну, кто там, что там. А у некоторых есть работа ведущими. Проводят же блогеры, разные Кристины, они там выходят, чего-то. Да? Есть же там даже телевизионные проекты какие-то, да, пускай в ограниченном формате. Вот для кого-то есть, для кого-то нет. Вот, понимаете, вот такая избирательность. Потому что, Саша, не всех взяли в привилегированный барак. Да. Не всех. Взяли в околоплодные воды 95-го квартала. А Макса не взяли еще и потому, что он КВНщик в прошлом, и что он, по сути, прямой конкурент. Его туда не возьмут, туда берут только тех, кто является гарниром для Зеленского.
кто изначально присягнул ему на верность и кто не составляет ему конкуренции, по его мнению. Потому что как бы там ни было, при всем при том, что якобы он президент, и он, значит, там во всех этих кругах, но там везде, где он находится, он такой же коверный, как он и был, когда он был артистом 95-го квартала. Да, он звезда 95-го квартала. Но люди приходят посмотреть на шоу, на Фигляра, на Шута, на ковер Ного. И он всегда этим будет. И там он занимает такую же позицию. Ну, а все остальные как бы личные истории, вот в частности такой же, как Макс и там многие другие люди, это вопрос личного выбора каждого человека. Потому что, поверьте мне, Саша, не каждый попрет против системы, как, например, это делаю я. Просто у меня, например, такая мотивация, потому что я защищала и защищаю жизни моих детей. Я многодетная мать. И я прекрасно понимала, что если оставаться и соглашаться с этим злом, с этой серой, которая из преисподней уже тоннами выплескивается, то рано или поздно мой сын окажется в окопе. А я не хотела, чтобы мой сын оказался в окопе. Но я выехала из Украины еще в 2021 году, потому что я знала, куда катится вот это экспонента, понимаете, вот это вот падение в пропасть. Оно было для меня абсолютно очевидным. И сколько бы я людям не говорила, что это произойдет, мне все говорили, что ты сумасшедшая. У нас все классно, потому что бубны вовсю их отвлекали их внимание. Они же считали, что все в стране классно, войны не будет никогда, ни при каких обстоятельствах. Точно так же сейчас думают в Европе, точно так же думают в России. Но, к сожалению, скажу вам, Саша, сейчас, в особенности, когда изображают видимость стамбульских переговоров и решения в дипломатическом ключе, все готовятся к следующей фазе мирового противостояния. Будет война, и ужас заключается в том, что она опять будет на нашей территории, потому что это пространство, где суша с морем встречаются. И оно всегда то ли море, то ли суша, в зависимости от того, как волна накатит. И нужно быть к этому готовыми. Ну, к такому подготовиться тяжело. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.